Айден Коул поднял бокал, как вдруг на его ладонь упала тонкая записка: «Не пей, уходите сейчас». Бумага была порвана с блока, а почерк дрожал. Сердце забилось чаще. В этом ресторане в Нью-Йорке он бывал десятки раз, здесь всегда было безопасно. И вдруг эта маленькая записка нарушила привычный порядок. Он поднял взгляд и увидел Кейли Харрис, молодую официантку с мягкими чертами лица. Ее глаза выдавали внутреннюю тревогу. Она не подходила к нему, а лишь едва заметно кивнула, словно подсказывая: «Следуй за мной». Айден инстинктивно понял, что это не шутка. «Что это значит?» — спросил он тихо. Она вздрогнула, посмотрела вокруг и еле слышно произнесла: «Если хотите уйти живым, идите за мной сейчас». Ее голос дрожал, но он уловил каждое слово. В этот момент в ресторан вошел мужчина в черной куртке. Его походка была уверенной и целеустремленной, взгляд холодным, будто он точно знал, кого ищет. Он сканировал зал, и сердце Айдена жалось. Мужчина не рассматривал меню, не приветствовал официантов. Он искал конкретного человека. Кейли, чувствуя опасность, встала перед столиком Айдена, прикрывая его подносом. «Все готово. Можете идти на кухню», — сказала она с натянутой улыбкой. Мужчина в черной куртке остановился, его взгляд был прикован к Айдену, но временно он не сделал резких движений. Айден последовал за Кейли через узкий коридор, ведущий к задней служебной двери. Его сердце билось так громко, что казалось, что это слышно всем на кухне. Шаги преследователя были тяжелыми и медленными. Он явно понимал, что кто-то пытается уйти. Коридор был тусклым, с запахом жареного масла и пара. Кейли открыла дверь на парковку, чуть приоткрытой, выпуская вперед Айдена. «Готовы?» – прошептала она. Он кивнул. В тот момент шаги мужчины стали ближе. Их дыхание казалось холодным и механическим. Они выбежали на улицу, в ночной холодный воздух с запахом дождя. Тени стен и контейнеров скрывали их, но шаги преследователя следовали за ними. Айден остановил первую машину, водитель которой испуганно посмотрел на них. «Куда угодно», — сказал он, и они рванули по пустынной дороге. В зеркале они увидели мужчину, который выбежал на дорогу. В его взгляде не было ярости, только холодная уверенность. Кейли тихо прошептала: «Это еще не конец». И это было правдой. Опасность только начиналась. Айден понимал, что его привычный мир безопасности рухнул за мгновение. Он был не просто свидетелем чужой беды, он стал ее частью. Кейли, хоть и сама дрожала от страха, держалась как единственный щит между ними и преследователем. Их ждал длинный путь, полный напряжения и неизвестности, где каждый шаг мог стать решающим. Вечер, который начинался с ужина, превратился в смертельную игру на выживание.